Привет, друзья! Уверены ли вы, что все знаете о iPhone 16 Pro Max? По статистике, 70% пользователей даже не догадываются, на что способна линейка Pro. Сегодня расскажу, какую версию какого региона iPhone 16 Pro Max купить, чтобы не страдать, сколько памяти выбрать при покупке, чтобы не переплачивать, и как проверить состояние своего новенького iPhone буквально в 2 клика. А еще о 10 основных фишках iPhone 16 Pro Max, про которые почему-то все умалчивают. Весь ролик, кстати, записан в 4К разрешение на 16 Pro Max, так что заодно вы можете увидеть, насколько качественно он снимает видео. Это будет супер полезный ролик. В конце ролика расскажу, как можно сэкономить при покупке нового iPhone. Подписывайтесь на канал, все полезные ссылки в описании к ролику. Поехали! Выбор версии iPhone 16 Pro Max. Несколько советов, нюансы. Полноценных обзоров на YouTube данного смартфона сотни. Я же сегодня рассказываю только о том, о чем другие промолчали. Первое, о чем все молчат, региональная особенность. Версия iPhone 16 Pro Max с поддержкой eSIM и NanoSIM. Это идеальный вариант для путешествий. В странах, где eSIM запрещены, вы просто покупаете местную сим-карту и кайфуете. Почему это важно? Допустим, вы летите в Турцию, ОАЭ или на Бали. Там eSIM до сих пор редкость. С физической SIM вы купите сим-карту за $2 в любом киоске и не останетесь без интернета. Полезно? Полезно. А вот американские модели идут только с двумя eSIM. Это ловушка для путешественников, так скажем. И главное, в теории, если активировать такой iPhone в России, Apple может его заблокировать. Да-да, такие случаи были в 2023 году. Кому подойдут китайские версии? Они тоже есть. Тем, кому нужны две физические SIM, например, для работы и личной жизни. А если вы видите на коробке дополнительную серую пломбу, как на этом фото, это индийская версия. Не пугайтесь, пломба нужна только для местной сертификации. На качество телефона она не влияет, это такой же классный смартфон. Выбирайте всегда 256 гигабайт, это оптимально даже при съемке 4К видео. Почему? 128 гигабайт сегодня это 20 приложений, пара игр и папка фото с котиками. А 256 хватит на год путешествий без очистки памяти, а через год-два при продаже такой iPhone уйдет быстрее и вам будет выгоднее. Ведь все эти дополнительные гигабайты, за которые вы переплатили при покупке при продаже ПУ iPhone, имеют небольшое значение. Да, это база, но учитывая, что многие в основном пользуются облачными хранилищами, то 256 гигабайт действительно выгодно. Перед покупкой проверяйте iPhone через email, так вы убедитесь, что со смартфоном все в порядке и это, например, не заблокированный аппарат. Ссылку на проверку через email в описании к ролику оставил. 10 фишек iPhone 16 Pro и Pro Max, о которых вы, возможно, не знали. Фишка номер 1. Самый большой экран в истории iPhone. Pro Max получил 6,9 дюймовый экран, это на 0,2 дюйма больше, чем у 15 Pro Max. Про 15 Pro Max, кстати, тоже могу рассказать. Напишите в комментариях, если интересно, про все его фишки и почему, например, стоит выбрать его. Продолжим про размер экрана. 0,2 дюйма, кажется, это мелочь, но в реальности это как сравнить кинотеатр IMAX с обычным кинотеатром. Утрирую, конечно, но в сравнении лоб в лоб действительно заметно. Но главное, рамки толщиной 1,2 мм. У iPhone 14 Pro они были 2,93, почти в 2,5 раза толще. Теперь этот экран занимает 92%, и ты когда держишь телефон, ощущение, что ты держишь просто изображение в руках. Фишка номер 2 – стекло, которое переживет падение с велосипеда. Ceramic Shield последнего поколения – это не просто немного прочнее. Оно на 50% устойчивее к трещинам, например, по сравнению с iPhone 14. Как это тестировали? Бросали телефон экраном вниз на асфальт с высоты человеческого роста. 10 из 10 раз оставался он целым, но 11 раз бросать я его, конечно же, все-таки не советую. Фишка номер 3. Батарея, которая переживет марафонский день. Apple заявляет 33 часа видео и 105 часов музыки, но что это значит на практике? 3 часа съемки в 4К 60 fps, останется 40% заряда еще до конца вечера. Так что я могу долго снимать на этот смартфон, он меня не подведет. 8 часов навигации в Google Maps, 20% в запасе к концу дня. 12 часов соцсетей и еще 15% в запасе. В независимых тестах Pro Max держится до 17 часов при обычном использовании. Это на 3 часа дольше, чем 15 Pro Max. Заряжается в среднем у рядового пользователя раз в 1,5 дня. Это, так скажем, новый стандарт. Фишка номер 4. Панорамы с детализацией, как у зеркалки.
Раньше ширик был 12 мегапикселей, подходил только для селфи-палок, теперь 48. Снимаете пейзажи, каждая травинка будет видна даже при масштабировании. А ночью теперь ширик снимает в 2 раза ярче, меньше шумов в тенях. Фишка номер 5. Пятикратный зум для тех, кто любит подглядывать. Эта фишка касается маленькой версии прошки. Раньше пятикратный зум, оптический, был только у Pro Max. Теперь и обычный Pro получил телеобъектив с сенсором в 1,5 раза крупнее. Фишка номер 6. Эксклюзивный цвет Desert Titanium. Почувствуй себя шейхом. Это не просто золотой. Desert Titanium, смешанный песочные оттенки Сахары и холодный блеск титана. На солнце он переливается, как песок под закатом, а в тени выглядит строго. Плюс рамка не царапается, в отличие от прошлых глянцевых моделей. Но это если рассматривать до 14 Pro Max. Фишка номер 7. Видео в 4К 120 FPS, или как снимать кино на iPhone. Раньше 120 FPS был доступен только на 1080, теперь в 4К. Да еще Dolby Vision. Что это дает? Замедленное видео в 4К. Каждая капля дождя видна как в матрице. Съемка спортивных мероприятий тоже проходит на ура, нет смазанных движений. При такой съемке всегда используйте штатив. Стабилизация в iPhone, конечно, отличная, но для идеального кадра лучше, когда он зафиксирован. Фишка номер 8. Процессор A18 Pro. Монстр, который не греется. A18 Pro это не просто на 20% быстрее. Поддержка 60 FPS в играх с трассировкой лучей. Раньше это было только на ПК. И главное, даже после часа игры температура корпуса не превышает 40 градусов. Apple наконец победила перегрев, используя 3-нанометровый чип. Фишка 9. Wi-Fi 7. Будущее уже здесь. Wi-Fi 7 дает скорость до 40 гигабит в секунду. Это в несколько раз быстрее, чем Wi-Fi 6E, а точнее в 4 раза. Например, фильм в 4К 20 гигабайт скачается за 8 секунд. Загрузка игры Call of Duty Mobile 5 гигабайт аж за 2 секунды. В теории, конечно, сам не проверял. Но есть нюанс, роутер Wi-Fi 7 стоит от $500. Пока это фишка для гиков, но будущее уже чувствуется здесь. И 10-я фишка, главная. Эксперты магазина Canalys вам честно расскажут про все фишки и особенности iPhone 16 Pro Max, да и о других смартфонах, и помогут с правильным выбором. Воспользуйтесь обязательно скидкой при покупке, введите промокод CANEL 2025 или обзора в корзине и получите дополнительную скидку в 1%. Серия iPhone 16 представляет собой не просто обновление предыдущей модели, а настоящий шаг вперед в мире смартфонов, кто бы что ни говорил. Ставьте лайк, если узнали что-то новое, и подписывайтесь, впереди еще будет больше обзоров, новостей и вот таких вот скрытых фишек. А в комментариях напишите, какой iPhone 16 взяли бы вы. До встречи.